Наконец-то начинаем закрывать долги по ВОЗ. Напомню, кто забыл, это, так скажем, в какой-то мере гайд, обзор на какую-то определенную карту в КРБ, опираясь на общее сведения и свой игровой опыт. Давно пора уже этот видос записать, а учитывая то, что это моя любимая асрочка, то мне как-то это непростительно. Асра — это эпический ивентовый герой, то есть только доступный в баннерах Summon Rift'а, стоящая 40 свитков. На момент записи ролика ее баннер давным-давно прошел, рерана не было и на арене она не появлялась. Если кто спросит, почему не на русском, я вам отвечу: да, русский язык добавили наконец-то в КРБ. Я какой ролик не посмотрю у ЕКБшеров, допустим, да, все просят: добавьте русский язык, добавьте. Вот недавно мы обнаружили то, что его все-таки соизволили добавить. Кстати, интересно, сейчас кое-что проверю. А искаль-то? А, блин, у меня же английский стоит, пошел проверять, ёб твою налево. Роба, да. Короче, почему на английском, а не на русском? Потому что в этой игре и так все понятно. А тот русский, который есть сейчас в игре, это просто самый уродливый шрифт, который я только, наверное, в жизни видел. Поверьте, оно того и не стоит. Лучше поберегите свои нервы и глаза. Играйте на английском. Там и так все понятно. А если что-то не знаете, пожалуйста, можете переключить, посмотреть и обратно переключить. Ну или же посмотреть вот такие вот выводы, какие-то гайды на ютубчике. Начнем с того, что Асра — это герой дальнего боя, но в какой-то мере ее можно даже назвать убийцей из других определенных спелов, но о них чуть попозже. На данный момент, не побоюсь заявить, это самый сильный эпический герой в этой игре. Но это только благодаря вашим ручкам. То есть я ее рейчу выше Магнуса, если она вот в таких вот правильных ручках. Потому что сам Магнус, он персонаж как бы полегче, чем она. Но в какой-то мере Магнус немного подупал в мете, потому он все еще является сильным, и я его считаю сильнее Асра, если вы как бы, ну, не умеете особо играть, вы еще не приучились играть Асрой, да. Почему он подупал? Потому что у него увеличили кулдаун, насколько я помню, вот этой способности, по-моему, еще урон подряд. Это вот я сейчас вот, вот то, что кулдаун увеличили, это я точно помню. То, что вот урон немного урезали клоуну, это я уже как бы, ну, смутно помню. Но его недавно чуть-чуть как бы затронули, фиксанули, слава богу. Также у вас очень хорошие базовые характеристики, не смотрите, не заглядывайтесь, тут у нас 10 уровень, если я как бы найду, я прикреплю 7 уровня, но у нее как бы, понятное дело, немного хп, потому что она сама по себе как бы, ну, не милишник какой-то, не танк. Время респавна всего 10 секунд, это очень-очень быстро. У нее хорошая скорость, мобильность, а мобильность чуть позже, потому что с этим связан другой скилл. Хороший урон стыки и, по-моему, чуть ли не самая быстрая скорость атаки в игре. Опять айронхеды не договаривают что-то. Вот меня вот это вот бесит, то что они что-то забывают, что-то не дописывают. Блин, зачем Дипеда говорит знать этот? Некоторые характеристики, сам догадывайся. Я хотел сравнить просто. Просто по ощущениям у Магнуса тоже очень хорошая скорость атаки. Возможно такая же, возможно даже чуть быстрее. Перейдем к нижней пассивке, я ее так называю, потому что она как бы, ну, снизу всех основных скиллов находится. И является таким приятным бонусом. Но вот у Асры достаточно солидные проценты, обычно там по 2, по 3 там делают, да, а вот у нее 10, и это уже как бы, эта прибавка лучше ощущается, чем те же 3%. Она усиливает на 10% все скиллы, весь дамаг скиллов лучников, да, все башни, которые относятся к лучникам. И это как никогда актуально. Потому что совсем недавно вышел кроссбоу форт арбалетчиков. И это очень сильная башня, наверное, после обновы пофиксят, но все же заградительный огонь усилить, допустим. Учитывая то, что в нем в этой очереди целых 20 зарядов, да, снарядов, болтов этих, потому что они же не стрелами вроде стреляют, именно болтами, насколько я знаю, из арбалетов. Ну ладно, это не совсем важно. Вот, то урона там будет достаточно. Также это влияет абсолютно на все скиллы лучников. То есть даже которые не связаны как-то со стрелами. Например, у твилов есть Silence, да, ну как бы это стрела, да, какая-то магическая, логично то, что пассивка Асры ее усилит, но она усиливает все. И
В том числе и вот этих вот мальчиков, да. Выражаю благодарность Фламану или же Илье, который еще участвовал и был моим соперником. Он участвовал в магическом турнире, где я продул, понятное дело. Он выделил лишнюю минутку и в дружеских боях помог мне вот это вот проверить мою теорию. И да, она работает. Кстати, списались мы с ним в моем дискорд-сервере, ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Также там есть тележенька и прочие ресурсы. Подписывайся, ничего не пропускай. Перейдем к ее следующим привилегиям, а именно ониксовые стрелы. Это тоже очередь стрел с очень сокрушительным уроном, то есть вы его сами видите. И в очереди у нас 6 стрел, и каждая снижает, то есть у ониксовых стрел есть дефшред. То есть ониксовые стрелы в КРБ это смесь скиллов из Ведженса, где есть и сами ониксовые стрелы, и поломка брони. Вот они вот это вместе смешали, и получился вот такой вот очень крутая способность. Учитывая то, что у всего этого перезарядка всего 10 секунд, каждые 10 секунд иметь в одну цель очень столько урона, это прям солидно. То есть она одной способностью может и броню снижать, и вносить очень много урона. Это очень хорошо против боссов, да, каких-то единичных целей. Это очень спасает в натисках, да. Когда, допустим, осталось пару мобов, она просто берет, подходит к ним и всаживает в них очень много урона, и успевая добить врага гораздо быстрее, чем ваш противник. Соответственно, вы забираете у него одну жизнь. Вы еще можете подумать то, что она прям конкретно против единичной цели хороша, но и против толпы, да, она не так хороша, как Магнус, допустим, с его штормом, да, вот этим, с дождем магическим. Но все же ее частый и сильный урон, и даже ониксовые стрелы, которые вроде как рассчитаны на одну цель, но они как бы быстренько переходят и на другую, то есть она и как бы толпу тоже может быстро прибить. Не совсем эффективно, да, но все же нельзя сказать то, что она прям конкретно против одной цели. Она может и против толпы неплохо справиться. Дальше телепорт. В принципе, персонаж, который имеет быстрое передвижение, в частности телепорт, это сразу огромный плюс, который добавляет плюс 100 к мобильности. Этот телепорт нужен для отыгровки ядовитого клинка, о котором я расскажу чуть позже. И в принципе для того, чтобы перемещаться быстро по карте и наносить всем урон. Также этот телепорт дополнительно имеет щит. Он срабатывает раз в 20 секунд и длится 10. То есть небольшое окно в 10 секунд у нас все же будет. Он вроде как должен полностью игнорировать урон, но я с метой не раз ловились на том, что это не как у Рейлин работает. Щит это полезная тема, но он не может прям полностью впитать в себя урон, и в каких-то моментах она как бы и сквозь, ну типа не то, что сквозь щит дамажит, а то, что и щит получает урон, и она немножко себя как бы кусочек отрывает. Дальше укус паука. Это то, за что я люблю данного персонажа. Это скиллозависимая способность, потому что ее нужно отыгрывать. То есть, это, во-первых, это ваншот. С очень хорошим, ну не то чтобы ваншот, а ваншот это типа, когда ты за одну тычку убиваешь моба. Нет, тут как бы дот-эффект идет, да, постепенный урон. Но достаточно быстрый. И этого урона много. У Асры под ней загорается индикатор, что очень круто. Это вот прям реально детализация, которой не хватает в Ведженсе, чтобы отслеживать кулдаун способности. Ты благодаря своему телепорту быстренько, под щитом, не получая много дамага, телепортируешься к какому-то жирному врагу, как бы яду без разницы на любую защиту, что на магическую, что на физическую. Накладываешь этот яд, и он постепенно умирает достаточно быстро. То есть вот такой вот инстакилл, наверное, да, назовем это так. Да без разницы, как правильно. Короче, ваншот, инстакилл, ваншот, он присутствует. И поэтому я говорю то, что за Асуру очень приятно играть. Она мобильная, она быстрая, у нее очень много урона, своих очень куча бафов, яд, который нужно отыгрывать. И это все в основном зависит от твоих ручек. То есть это не настолько ленивый герой, как можно подумать.
И вот в Vengeance она мне этим тоже нравилась, своим геймплеем. Многие не любили, засирали там, как бы разделилась комьюнити на две половины, скажем так. То, что вот одна половина, вот им не нравилась Асра, хоть из кожи вон вылези. Вот, а другим как бы они наконец-то сказали то, что вот второй герой наконец-то хороший, это не какая-нибудь там Мираж. Хотя я Мираж тоже прикольным героем считаю. Я давно во Frontiers не играл, судить это как бы размышлять на эту тему не буду. И вот я был как раз таки во втором лагере, я считал Асуру одним из самых крутых героев Vengeance. Она, скажем так, мой симпай, когда я дождался в КРБ, я прям бежал от счастья, как бы добил ей 10 уровень, и сейчас хожу, кайфую, то, что этот геймплей постоянно под рукой, скажем так, мне прям безумно нравится за нее играть. Вот это пока мой самый любимый персонаж, в принципе, в игре. Конечно, это место еще может поделить новый Кинг Малик. Вот если бы он не был бы премиум героем, да, но все же сам по себе геймплей на Малик это позже будет в его выводах о силе, когда он будет доступен для всех в баннерах, допустим, да. Вот это, если что, официальный ответ разработчиков. Премиум герои все-таки потом будут доступны для фри-то-плей игроков позже. Он тоже из-за своей способности очень кажется мобильным, интересным и сильным. Поэтому мне на нем так понравилось играть, потому что он похож на Асру в какой-то мере. Как видите, она имеет очень много синергий как со старыми, так и с новыми картами. Тем, кто ее пропустил, я сочувствую. Персонаж, безусловно, классный. Не знаю, когда она будет на арене. Так что ждите реран, получается. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующем видео. Удачки. Покеда.